Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. В этом ролике вас ждет необычная подборка. Мы собрали топ сериальных проектов, которые рекомендованы нашими подписчиками. Так что обвинить нас в предвзятости будет сложно. И если ты смотрел что-то из предложенного, обязательно напиши свое мнение по этому поводу. Но не будем тянуть кота за Фаберже, а начнем наш дайджест. Так что поехали! Новый президент Южной Кореи оказался коррумпированным. Используя свою власть, он вступает в сговор с влиятельными семейными конгломератами, известными как чеболи. Такое правление негативно отражается на жизни рядовых граждан. Премьер-министр решает изменить ситуацию в стране. Для этого он идет на радикальные меры, планирует убийство президента. Но заместитель премьер-министра раскрывает этот заговор и старается всячески помешать. Ее истинные мотивы противостояния непонятны. Разворачивается схватка между двумя сильными политическими фигурами. «Шквал» – интригующий политический триллер южнокорейских кинематографистов. Сериал также встречается под названием «Смерч». Корейцы, как всегда, нас радуют своими немногочисленными работами. Вспомните их фильм «Паразиты», получивший 4 Оскара всего несколько лет назад. Сериал вышел в июне этого года и имеет рейтинг на сегодня 7,3 балла. Рекомендован к просмотру нашим подписчикам под ником Тарасенко Станислав. Маленький американский городок в лесной глубинке. Для тех, кто сюда забрел, обратного пути уже нет. Это как раз и случилось с семьей Мэтьюс. Вместе с двумя детьми они случайно оказываются в этом месте. Все выглядит на первый взгляд обычным. Местные жители живут тихо и неприметно, но с наступлением ночи люди закрывают окна и двери и прячутся в своих домах. Все дело в страшных тварях, обитающих в здешних лесах. Извне научно-фантастический сериал в жанре ужасов. В актерский состав вошли Гарольд Перрино, наиболее известный по роли Меркуцио в фильме «Ромео плюс Джульетта», Каталина Морено, номинантка на премию «Оскар» за роль в фильме «Мария благодати полная», и Эйон Бейли, известный своей ролью в сериале «Братья по оружию». Премьера сериала состоялась 20 февраля 2022 года. Сериал был хорошо принят зрителями, что подтверждается высоким рейтингом 7,8 балла. Проект рекомендован нашим подписчикам под ником Шут. Майкл Дезиато – уважаемый судья Нового Орлеана. В результате трагической случайности его сын Адам на машине сбивает насмерть молодого мотоциклиста, который оказывается сыном главаря местной мафии. Желая защитить своего сына, Майкл затевает опасную игру, полную лжи, которая приводит к фатальному последствию. «Ваша честь» – криминально-драматический сериал, который является адаптированной версией израильского одноименного сериала. Роль судьи безупречно исполнил Брайан Крэнстон, хорошо известный многим зрителям по сериалу «Во все тяжкие». Главаря мафии Джима Бакстера мастерски воплотил Майкл Стулберг. Его роль инопланетянина, который видел будущее, в третьей части «Люди в черном», была небольшой, но запоминающейся. Если охарактеризовать этот сериал одним предложением, то это качественный, захватывающий и динамичный сериал с интригующим сюжетом. Сериал рекомендован нашим подписчикам под ником Лолита Рудакова. Уолтер Уайт – ничем не примечательный 50-летний школьный учитель химии из города Альбукерке. Помимо работы в школе, он вынужден подрабатывать на автомойке. Все это он делает ради беременной жены и сына-инвалида. Но приходит день, когда у главного героя диагностируют рак легких последней стадии. Врачи дают мало времени, а денег на лечение нет. Как обеспечить финансовое будущее своей семьи? Уолтер создает нарколабораторию, в которой варит самый чистый мед в городе. Отныне в криминальных кругах он известен как Хайзенберг. «Во все тяжкие» – криминальный драматический сериал. Главные роли в сериале исполнили опять-таки Брайан Крэнстон, в трофейном арсенале которого 2 премии Тони, 6 премий Эмми и 2 золотых глобуса. И Айрон Пол, получивший за свою роль в этом сериале 3 премии Эмми в категории «Лучший актер второго плана в драматическом телесериале». Сериал занимает первую строчку в списке самых рейтинговых сериалов всех времен. Его оценка составляет 9,5 балла. Этот сериал также рекомендован нашим подписчикам Лолитой Рудаковой. Тень – человек с криминальным прошлым. Но теперь единственное его желание – жить тихой и спокойной жизнью вместе со своей женой. Но его планы рушатся в один момент, когда приходит весть о гибели его любимой. По пути на похороны ему встречается странный человек, который представляется как мистер Среда. Во время беседы выясняется, что таинственный незнакомец знает о нашем герое практически все. Но кто он и что ему надо?
«Американские боги» – фантастический драматический сериал, основанный на одноименном романе Нила Геймана. Роль главного героя исполнил Рики Уитл. Это первая серьезная роль в его актерской карьере. Роль мистера Среды воплотил золотоглобусный Иэн Макшейн, наиболее известный по сериалу «Дедвуд» и серии фильмов Джон Уик. В фильме «Пираты Карибского моря. На странных берегах» мы тоже его видели. Рейтинг на сайте IMDb на сегодня составляет 7,6 балла, что, согласитесь, вполне достойно. Сериал рекомендован нашим подписчикам с ником Татьяна Данильченко. А теперь проект, вдохновленный нормандскими сагами Древней Скандинавии. Это история легендарного вождя викингов Рагнара Лодбрака. Сериал начинается в период начала эпохи викингов, когда норманы совершили набег на Лидингсфарн в 793 году и охватывает несколько десятилетий темных для нас веков. «Викинги» – исторический драматический сериал. Свое триумфальное шествие он начал в 2013 году на History Channel, а в 2020 году эстафету принял Amazon Prime Video. Ну а продолжение сериала под названием «Викинги Вальхалла» уже вышло на стриминге Netflix. Роль легендарного Лодбрака исполнил австралийский актер Трэвис Фиммел, который по большому счету этой ролью и прославился. В проекте собрана прекрасная актерская команда, а сам сериал отличается невероятной внутрикадровой атмосферой. Рекомендовано к просмотру нашими подписчиками Симс Халилова и Каптен Фридом. Центральной фигурой этой истории является Клэр Рэндалл. Она служит медсестрой действующей армии в годы Второй мировой. В результате невероятной случайности молодая женщина перемещается во времени и попадает в 1743 год, где тоже идет кровопролитная война. Клэр оказывается в неизвестном для нее мире, где гражданский конфликт обесценил человеческую жизнь. Теперь ей нужно научиться жить в новом обществе по новым правилам. «Чужестранка» – исторический драматический сериал. Основой сюжета послужила серия одноименных романов Дианы Гэбблдон. Главную героиню на экране воплотила Катрина Балф. Эта роль принесла ей премию «Сатурн» в категории «Лучшая актриса телевизионного проекта». Вместе с ней мы увидим прекрасно подобранную актерскую команду. Рейтинг сериала, который составляет 8,4 балла, говорит сам за себя. Сериал рекомендован подписчикам с ником Сергей Тими. Эта история начинается в 1935 году. Луиза Даррелл со своими 4 детьми живет в английском городе Борнмуте. Несколько лет назад ее муж умер, и сейчас семья переживает финансовые проблемы. Неожиданно для близких и знакомых Луиза принимает решение переехать с детьми на греческий остров Корфу. Там начинается новый этап их жизни. Корфу оказывается для них земным раем. «Дарреллы» – британский комедийно-драматический сериал. Он основан на автобиографических книгах Джеральда Даррелла. Роль Луизы Даррелл исполнила британская актриса Килли Хоус. В актерском составе выделяются Джош О'Коннор, получивший премии Эмми и Золотой глобус за роль Чарльза Принца Уэльского в драматическом сериале Netflix «Корона», и Джеймс Космо, у которого за плечами роли в фильмах «Храброе сердце» и «Трое». На сегодня сериал имеет высокий рейтинг 8,2 балла. Рекомендацию дал наш подписчик с милым ником Люляша. На сегодня у меня все. Мы и дальше будем периодически выпускать ролики с рекомендованными вами фильмами и сериалами. Так что если тебе есть что предложить, пиши об этом в комментариях. И главное, обязательно подпишись на наш канал. Всем пока-пока, услышимся.